Добрый день, дорогие друзья! Я очень рада приветствовать вас на моем кулинарном канале Кулинария на Бис. И сегодня вместе с вами я хочу приготовить потрясающий, очень вкусный плов, просто в чудеснейшей мультиварке Ninja Smart Lid. И в этом видео мы с вами разберем все тонкости и нюансы приготовления. Мы разберем с вами вместе выбор ингредиентов, подбор правильного сорта риса, чтобы плов получился очень-очень вкусным. Также мы научимся с вами сегодня на определенном режиме готовить очень вкусный зирвак. Вот такой вкусный, очень сочный, очень ароматный плов у нас сегодня с вами получится. Итак, приступим. Итак, друзья, для приготовления вкусного плова в нашей волшебной мультиварке нам понадобится мясо. Лучше всего использовать говядину или свинину. Извините, говядину или баранину. У меня баранина. Здесь у меня где-то примерно 550 грамм. Ну и, конечно, сам рис. Рис мы будем использовать именно длиннозерный. У меня это сорт жасмин. Можно также использовать сорт басмати. Дело в том, что именно этот вид риса, жасмин или басмати, они содержат в себе достаточно большое количество крахмала и очень маленькое количество клейковины, что позволяет в готовом виде уже плов, он будет как бы такой рассыпчатый, рисинка к рисинке получится у нас. Вот, также нам понадобится 2 больших достаточно головки лука. Лук не жалейте, он очень-очень украшает вкус плова. Также морковь, я использую 3 штучки, достаточно тоже вот такие крупные. Если вы любите, можно 3, если не очень любите, можно 2, но морковь, она тоже очень важный ингредиент в плове. Также головка чеснока, соль, перец мы добавляем по вкусу. Также у меня здесь зира и барбарис. И еще лавровый лист. Лавровый лист это тоже на ваш вкус, но на мой взгляд он придает такой особый аромат, особую глубину плову, поэтому я его всегда использую в приготовлении. И также я буду использовать нут. Это уже готовый, у меня здесь 300 грамм. Вот, он тоже придает какую-то особую изюминку готовому плову. Итак, мы начнем с того, что мы подготовим все ингредиенты, нарежем мясо, лук, морковь и промоем тщательно рис. Мы будем его промывать в нескольких водах до прозрачности. Это очень-очень важно. Сначала вода будет у нас вот такая белая. Сольем. Вода у меня стала прозрачная. Теперь я просто воду солью. И рис готов к использованию. Ну и теперь мы порежем лук. Лук я буду резать достаточно крупно, потому что он хорошо очень разварится в плове и чувствоваться он совершенно не будет. Так, и теперь нарежем мясо. Ну вот, мясо у нас тоже готово. Итак, друзья, нам теперь нужно обжарить мясо и овощи. Для этого мы выберем режим обжаривания и тушения Sear-Suit. Ползунок у нас находится в крайнем правом положении, поэтому у вас этот дисплей будет виден. Температуру мы выберем самую высокую. Здесь их 4 режима, 4 варианта температуры. То есть у нас high это самая высокая. Также здесь есть 4, 3, 2 и совсем маленькая температура. Нам они сейчас не подходят. Мы будем использовать самую высокую температуру, которая здесь есть на обжаривании. И нажимаем старт. Ну и теперь мы нальем в чашу мультиварки 100 мл растительного масла. Итак, масло у нас разогрелось, теперь мы высыпем сюда
нарезанный лук. Будем обжаривать до подрумянивания. Лук мы обжарим в первую очередь, потому что благодаря этому мясо получится более сочным и вкусным. Лук у нас подрумянился красиво. И теперь мы добавим сюда мясо. Перемешаем. И тоже немножечко его подрумяним. Итак, пока лук и мясо обжариваются, мы займемся морковью. Ее можно либо натереть на терке на крупной, либо нарезать брусочками. Я буду нарезать брусочками. Так, и также вторую половинку. Сначала по диагонали. И теперь снова те части, которые достаточно широкие, мы разделим еще раз пополам. Вот и все, морковь у нас тоже готова. И теперь мы добавим ее к плову. Мы видим, как у нас подрумянилось мяско. И теперь мы сюда добавим морковь. И тоже немножечко ее притушим, прижарим. Итак, морковка у нас тоже немножечко притушилась. И теперь мы добавим сюда наши специи. Зира и барбарис. Соль и перец. И лавровый лист. Также это все перемешаем. И нальем горячей воды, совсем немного, просто чтобы чуть-чуть прикрывало мясо. Даже не совсем до конца. Это мы будем варить зирвак, чтобы плов был насыщенный, вкусный. Вот примерно так. Можно даже еще чуть-чуть добавить воды. Сейчас мы добавим еще немножечко. Еще капелюшечку. Ну, вот так. Этого достаточно. Теперь мы закроем чашу мультиварки. Я уже сказала, нам сейчас нужно приготовить зирвак для плова, поэтому он будет готовиться минут где-то 20-25. И нам нужно, чтобы мультиварка, она совсем немножечко кипела, то есть на таком слабом огне готовился зирвак. Поэтому, смотрите, мы останемся на том же самом режиме жарко-тушения, но температуру мы уберем с высокой на троечку сначала. Смотрите, мы уберем на троечку, нажмем старт. Я просто сбросила предыдущее время, чтобы засечь 20-25 минут. Здесь мультиварка, она начинает отсчет времени сразу. Вот, вернемся к режиму. Вот смотрите, на тройке, именно, не знаю, может быть в данной модели, жидкость очень сильно начинает кипеть, но на двойке она перестает практически кипеть. Поэтому, пока варится там зирвак или какое бы другое блюдо мы не готовили, я периодически заглядываю туда. То есть сначала, если мне не хватает, как бы, чтобы блюдо кипело, то я ставлю на тройку. Если мне нужно просто, чтобы оно немножко сбавило свою температуру, чтобы оно именно тушилось, то я ставлю на двоечку. Но в процессе приготовления я периодически туда заглядываю, и вот приходится так менять с тройки на двойку, с двойки на тройку. Можно было бы, конечно, приготовить на pressure, на скороварке, но, если честно, я большинство блюд не люблю готовить на этом режиме, потому что блюдо, оно не получается таким ароматным, таким вкусным, насыщенным, знаете, таким вот прям, что вкусно это было. Потому что, на мой взгляд, на
программе скороварки блюдо настолько быстро приготавливается, что оно не успевает, что ли, отдать весь свой вот этот аромат овощей, специй, насытиться, чтобы вот каждый кусочек он был по-своему очень вкусный. Вот, поэтому я люблю больше тушить. Вот я сейчас слышу, что моя мультиварка уже начинает очень интенсивно кипеть. Я сейчас покажу, что там происходит. Вот видно, это сильное кипение для режима троечка. Поэтому я сейчас просто переключу этот режим на двойку, чтобы он, зирвак наш, кипел более спокойно, чтобы он прям именно тушился. Итак, у меня просигналил таймер. Мы откроем чашу мультиварки. Смотрите, зирвак у нас уже готов. Я бы только убрала вот самые видимые листочки лавровые, которые мне не нужны здесь. Ну, если что-то где-то останется, это не страшно. Теперь мы высыпем сюда рис. Просто его немножечко выровняем, подровняем. Так, теперь мы положим нашу подготовленную головку чеснока. Я просто сняла сверху вот эту шкурку, шелуху, и поставлю просто в серединку нашего плова. Я сверху также высыплю нут. Я уже сказала, он у меня уже готовый. Уже это немножечко так раскидаем, разровняем, но так чуть-чуть. И теперь мы нальем воду. У меня вода горячая. Я буду наливать, чтобы чуть-чуть прикрывала рис. Совсем немножечко. Немножко распределится вода. Где-то так. Я думаю, этого достаточно. Совсем чуть-чуть, потому что там уже есть зирвак, жидкость. Вот. Вот немножечко. И теперь закрою чашу мультиварки. Итак, готовить мы будем на программе Pressure. Это под давлением. Для того, чтобы ее активировать, нам нужно передвинуть ползунок в крайнее левое положение, вот сюда. И здесь есть два режима, это High, высокое давление, и еще ниже это Low, низкое давление, но мы будем готовить на высоком давлении High. Время приготовления мы выберем 8 минут. Этого времени вполне достаточно, чтобы плов приготовился, чтобы проварился рис, так как мясо у нас уже, в принципе, практически готово, и останется только проварить рис. И еще хочу напомнить, что клапан мы держим закрытым, чтобы, если он будет открыт, давление не сможет набраться так, как необходимо. И нажимаем старт. Все. Как только у меня мультиварка закончит время приготовления 8 минут, я не буду спускать пар, я еще оставлю, чтобы пар вышел сам. Ну вот и все, друзья. Я без лишней скромности могу сказать, что у нас получился самый вкусный плов, самый ароматный. Мясо просто тает во рту. Обязательно его приготовьте, и вы сможете завоевать сердца даже самых искушенных гурманов. А подавать наш плов мы будем вот с таким салатом из помидоров и репчатого лука. Это классическая такая подача в узбекской кухне. Меня научили, или точнее угощали наши друзья, которые живут недалеко от нас. Сочетание плова и этого салата очень даже вкусно. Дело в том, что салат из помидоров и лука имеет свежий такой освежающий вкус. Он добавляет такую кислотность и свежесть, наоборот, к тяжелому ароматному плову. И вот этот контраст, знаете, между сладким рисом плова и свежим салатом создает
Просто потрясающий баланс вкуса. Я очень вам рекомендую тоже это попробовать. Спасибо вам большое, что вы досмотрели меня до конца. Мне будет очень приятно ваше мнение. Очень буду рада вашим комментариям и отзывам. И, может быть, вы расскажете, что что-то вы смогли сегодня узнать из моего рецепта, из моего видео. Или, может быть, у вас есть какие-то свои нюансы приготовления плова в этой чудесной мультиварке. Желаю вам всего самого наилучшего и до новых встреч. Пока-пока.